Всем привет! Сегодня суббота, а значит у нас опять влог. И в этом выпуске мы решили с вами познакомиться поближе. Меня зовут Ира, Селене почти 5 лет. Мы с Леной не ходим в детский сад, несмотря на то, что она очень общительный ребенок. Общение с детьми Селена находит в различных кружках. Например, мы ходим в фитнес-клуб, где Селена занимается плаванием, акробатикой, йогой, а также просто играет в детской комнате с другими детками. Также мы с Леной ходим, занимаемся и в развивающий детский центр. Селена очень любит учиться, да, вот именно очень любит учиться. Я всегда думала о том, как привить ребенку любовь к обучению. Я не хотела Селену заставлять учиться. Я не хотела в ней развивать отторжение к образованию в будущем. Все же мы знаем, что дети в этом возрасте любят играть, правильно? Вот и я понимала, что обучение должно быть обязательно через игру. Мы перепробовали несколько развивашек, но все они мне показались слабоватыми. В группе было 10-15 человек. Я считаю, что все-таки маленький ребенок должен заниматься, если не индивидуально, то в таких очень малых группах, там, где 2-3 человека. Я всегда оцениваю по прогрессу. Если я не вижу прогресса, если мой ребенок не хочет ходить заниматься, значит для меня это повод идти искать что-то дальше. И я начала искать что-то такое новое, современное, где не только ребенка чему-то обучают, но там, где ему именно развивают вот его интеллектуальную мощность. И идеальным вариантом для нас оказалась школа IQ, где Селена сейчас изучает ментальную арифметику и скорочтение. Многие скажут: зачем им это надо? Да зачем вы ребенка пичкаете знаниями? Да он и так всему научится. Это все правильно. Но, я понимаю, что правильно, когда обучение у ребенка привито с детства и привито с положительной стороны, чтобы обучение у ребенка вызывало интерес, желание учиться чему-то новому, чтобы ребенку было прикольно. А давайте-ка, наверное, я вам лучше покажу, чтобы вы сами смогли убедиться, как ребенок весело и легко справляется со сложным материалом. Поехали с нами! На занятия мы с Леной уже ходим второй год. Начали ходить на занятия, когда Селенке было на самом деле всего лишь 3 года и 9 месяцев. Сначала занятия Селенке не очень нравились. Она стала капризничать, и говорить, что она не хочет ходить на занятия. Я поговорила с ней и, оказывается, узнала, что Селене не нравится читать скучные тексты. Я спросила у учителя, какие тексты она читает. Мне учитель показал. И это оказалось, была «Мама мыла раму». Понятно, что такой текст, никак не интересно читать, и ребенок прав. Учитель заменил этот текст на сказку про принцесс, и все. С тех пор, у Селены проблем со скорочтением не было. А потом на уроках арифметики ей не нравилось решать сложные примеры, записывать их в тетрадку. И вот мы тоже поговорили с учителем, и учитель сказала: окей, мы тогда просто дадим их ей немножко поменьше. И все. И у нас с тех пор школа — это самое любимое место, куда Селена любит ходить. Тебе нравится ходить в школу? Да. А что тебе там нравится? Читать. Тебе весело? А тебе сложно? А на математике сложно? Да. Да? А что там сложно? Пример. Действительно, примеры решать очень сложно. И сейчас Селенке, когда она еще изучает очень много различных правил. В ментальной арифметике они должны изучить около 20 различных правил, как вот на абакусе решать. Это для ребенка, конечно, очень сложно. Вот, и поэтому Селена их решает 5-7, не больше минут за весь урок. Вот мы и приехали. Сейчас предлагаю отправиться вместе с нами. Пойдем? Прежде чем перейти к основной части урока, ребята на каждом занятии выполняют около 8 различных разминок на развитие нескольких видов памяти. Все эти упражнения на самом деле очень интересны. Выполняя их, ребята и не замечают, как проходит полурока.
Дальше нам нужно нарисовать полочки, на которых сидят наши числа. Это верхняя полочка, рисуем. Молодец. Так, вторая полочка. Так, и третья полочка. Вот у нас получился такой стеллаж. На стеллаже мы расставляем наши числа. Здесь у нас 0, расставляй. Обрисуем. 0. Дальше рядом с нулем сидит 2. Они у нас далеко друг от друга, да? Да. Не дружат. Поссорились 0 и 2. Дальше ближе друг к другу сидят 4, да? И 6. 4 и 6. И последняя у нас на всех них смотрит 22, да? Ну что, запомнила? Да. Вытаскиваем мы с тобой пленку. Все это закрываем. Так, полочки сначала нарисуй. Все полочки. Какое число за всеми наблюдало снизу? Это Какое? 22. 22. Записывай. 22. 4. Где 4 сидят? Рисуй 4. У нас в итоге получилось 3 из 5, да? 3 из 5, правильно. Молодец. Здесь у нас Селена запоминала пространственное расположение чисел друг относительно друга. Какие числа это были? Где они стояли, какого они были размера. У нас задание на динамическую память. Мы с ребятами запоминаем разные картинки, отмечаем их буквами. Допустим, здесь у нас по углам мячики, в серединке слон и ромбиком грибочки. И дети отмечают в своих табличках. Селена делает уже задания более сложные. У нее задание 4 клетки на 3 клетки. После разминки идет основная часть урока. Сначала Селена тренируется считать на карточках, затем тренируется на ментальной карте. 7. Минус 5, Минус 5. минус 2, Минус 2. минус 2, плюс 4. Плюс 4. Будет? Будет 4. Правильно. 3. 3. Ага. Плюс 5. Плюс 5. И минус 2. И минус 2. Так, получилось сколько? 6. Затем решает примеры на настоящем абакусе и самостоятельно записывает ответы в тетрадь. 1. У единички 4, да? Угу. И 2. И плюс 11. 11. Получилось? Получилось 69. 69. Молодец. В конце урока они отрабатывают на большом абакусе новые правила и те правила, которые уже проходили. Мы хотим прибавить к нему 3. Но у нас только 2 косточки, да? А 2 плюс 3 сколько будет? 5. 5. Значит, у нас должен прийти старший брат, а 2 младших уйти, да? Значит, у тройки партнер двойка. 5 приходит, партнер 2 уходит. Правильно, молодец. Попробуем это все запомнить. 2. 30. 2. 11. 11. Молодец. 1. И 1. И 33. 30. Ой, а где 33? У тройки партнер двойка. 5 приходит, партнер 2 уходит. 33. 33. Молодец. Получилось сколько? Получилось 76. Хорошо, следующее. Получилось 76. 12. 12. 22. 22. Да. И 33. 33. Да. Молодец. Молодец. Получилось сколько?
получилось 67. Молодец. А второй рукой? А двумя руками? Молодец, садись на место. Последнее задание у нас с тобой какое? Лабиринт. Лабиринты, отлично. Выбирай лабиринт. Какой будешь делать? Ну, я хочу какой-то красивый дом. Красивый, давай дом посмотреть. Какой тебе нравится? Ну, хочу какой-то замок. Сладкий вот есть домик здесь. Грибочки, домики есть. Замок, давай, вот замок есть у нас. Да, вот это. Вот. В конце занятия мы даем детям немножко расслабиться. Играем с ними в разные игры, или делаем лабиринты, или ищем отличия. То есть делаем те задания, которые детям больше всего нравятся. Но на самом деле это работа над мышлением, работа над моторикой, потому что ребенок должен вести длинную линию, не прерывающуюся. Это очень важно для письма потом. И, соответственно, он не должен касаться стенок, соответственно, развивается еще и мелкая моторика. Это как будто собачка. Как будто собачка нарисована. Вот здесь? Да, детям очень нравится смотреть, что получается у нас на пленке. На что это похоже? Собачка. Пока Селена делает лабиринты, мы отмечаем и все ее результаты за сегодняшний день. Какие задания мы сделали, сколько примеров насчитали, сколько карточек. Отмечаем мы это ежедневно, то есть каждое занятие. Да, для того, чтобы был виден прогресс ребенка. Какие задания мы делали, чтобы не повторяться и чтобы был виден прогресс. Я хотела тебя спросить, какие задания тебе понравились больше всего сегодня? Лабиринтики. Фигурки. И еще мне понравились карточки с примерами. Мне как маме очень нравится, что я вижу результат. Селена стала очень внимательной к деталям. Она даже сама берет в руки книгу, чтобы почитать. А как вы развиваете своих деток? Напишите в комментариях, каких достижений вы смогли достичь и какой методикой. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И напоминаю, что каждую субботу мы выходим с влогом. А понедельник, среда и пятница у нас развлекательные видео для детей. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, я с радостью на все вопросы отвечу. А также сегодня в нашем инстаграме выйдет пост, где обо всем этом мы с вами сможем поговорить. Ссылка есть в описании. И всем пока-пока!